Всем привет! Вы на канале Ботан IT и с вами Саня. Вечером 11 мая 2022 года случилось уникальное событие. Был раскрыт один из отчетов на hackerone.com, в котором раскрывается вторая уязвимость ядра прошивки 9.0 на PS4. Да, сразу два эксплойта ядра на одной версии ПО. В этом и уникальность этого события. Данная уязвимость ядра имеет название Remote Kernel Heap Overflow, то есть удаленное переполнение кучи ядра. Куча в данном случае это размер памяти, которую выделила система для хранения чего-либо. Ее нашел разработчик M00NBSD. Данный отчет был выслан 24 сентября 2021 года, то есть решение о его раскрытии наступило спустя почти 8 месяцев. Отдельный привет хейтерам, которые до сих пор говорят, что я балабол. Теперь к сути. Как я понял, уязвимость работает только при подключении по кабелю, причем через локальную сеть, напрямую от PS4 к ПК. В настройках сети PS4 есть параметр под названием MTU. Максимальный размер, который может хранить MTU, составляет 1500. При настройке сети и определенным махинациям, которые описаны в отчете, на PS4 можно послать два пакета по 1400. В сумме выйдет 2800, что вызовет переполнение буфера. Данная схема взлома довольно популярна. В итоге можно получить доступ к ядру системы. Подробнее можете сами почитать в этом отчете. Что это дает? Первое. Это не работает на прошивке 9.0.3 или выше. Но на 9.0 работает. Спектр уже это проверил. Второе. Это может дать активацию хэн без флешки. Только сам метод проблемный. И в теории он может быть использован, но как пишет Спектр, уязвимость EXFAT с флешкой стабильней и удобней. Третье. Вероятно, уязвимость доступна на 8 серии прошивок. Собственно, как и EXFAT с флешкой. Нужен только WebKit Exploit, который пока так и не был выпущен на 8 серию. Интересно другое. В отчете сам M00NBSD пишет, что тестировал ее на PS4 своего друга, но что возможно это также работает и на PS5. Есть одна проблема. Уязвимость была выслана 24 сентября, а прошивка 4.0.3 вышла 20 октября 2021. В ней указано повышение стабильности системы. Скорее всего закрыта эта самая уязвимость ядра, а WebKit Exploit на PS5 от SWS Gover работает только с прошивкой 4.0.3 и 4.50. Выходит на PS5 опять глухо, хотя рано или поздно WebKit будет найден. И еще, данный отчет еще раз доказал, что Sony платит $10 000 за уязвимость ядра, поэтому уже нет сомнений, что отчет VFO, о котором у меня было видео, рассказывает об эксплойте ядра на 9.50. Я и дальше буду рассказывать о новостях со сцены PS4, поэтому в качестве резерва я создал канал на Яндекс.Дзен. Тут также будут выходить видео, ссылка на него будет в описании. Вот мой Инстаграм, я его использую для связи и отвечать на сообщения. А вот и Телеграм. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Ссылки на донаты и Patreon будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.